Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. И сегодня я хочу коснуться темы Бритни Спирс, так же как и буквально 2 ролика назад на моем канале, потому что, если кто не знает, последний месяц весь мир пристально следит за ситуацией Бритни Спирс и ее опекунства с ее отцом. Я за этой ситуацией слежу уже несколько лет и, в принципе, хорошо с ней знаком. И буквально 10 дней назад Бритни Спирс наконец-то впервые сама выступила в суде. Это был открытый суд, и мы могли слышать, что она скажет. И это, конечно, разорвало всех. Это, я считаю, одно из важнейших событий в поп-культуре последнего десятилетия. Потому что то, что рассказала Бритни, это было просто страшно слушать. Все фанатские теории заговора, которые оказались правдой, о том, что ее отец – настоящий тиран, который пытается присвоить себе ее миллионы, подсаживает ее на препараты, на таблетки, и никак все не отцепится от Бритни. Я не буду тут вдаваться именно в начало истории, именно с чего началось опекунство над Бритни, что было до этого суда, потому что на эту тему есть много хороших толковых роликов. Если вдруг кто-то случайно сюда попал, я оставлю ссылки на них внизу, где рассказывают всю предысторию. Этот ролик предназначен для тех, кто уже знает всю ситуацию, кто слышал показания Бритни в суде. Если кто-то не слышал, можете на моем канале посмотреть ролик, он буквально вышел 10 дней назад, там с русскими субтитрами показания Бритни самые основные. У меня этот ролик довольно завирусился, набрал где-то 25 тысяч просмотров на моем таком вот маленьком канале. И после этого случилось довольно много, 10 точнее, важных событий, которые я бы хотел осветить. Поэтому тут я сосредоточусь конкретно на том, что произошло после тех самых показаний Бритни Спирс в суде. Поделилось у меня все это на 11 важных событий или же частей. Я хочу поговорить кратко о каждой из них. Первое, что случилось после показаний Бритни Спирс, для наших широт это случилось ночью. Самое логичное, самое правильное – это общественное внимание. Об этом стали говорить звезды, об этом стала писать пресса, потому что как-то было не принято об этом говорить вслух и громко в последние 10 лет. Возможно, часть информационного потока контролировал отец Бритни и вся ее команда, которая распоряжается ее деньгами. Также выяснилось, что у некоторых артистов, которые работали с Бритни Спирс уже в ее эру опекунства, например, как Игги Азалия, многие подписали NDA, это договор о неразглашении, который не позволяет говорить о Бритни, о ее команде, о том, что происходит внутри. Игги об этом, например, высказалась. Но при этом это не помешало, например, Майли Сайрус, которая уже больше года поддерживает движение Free Britney, которая с ней работала на пластинке Bangers. Майли неоднократно высказывалась на этот счет. Также высказался Джастин Тимберлейк, Марайя Кэрри, Пэрис Хилтон, Дуа Липа и многие другие звезды. И это важно, так же, как и внимание прессы, потому что наконец-то о теме начали говорить, но тут другого выхода, собственно, и не было. К примеру, буквально на следующий день Бритни появилась на обложке издания New Yorker. Через неделю она появилась на обложке издания People. Тут, конечно, ситуация спорная, потому что те же People были одной из первых причин нервного срыва Бритни в 2007 году, но мы тут уже не будем фокусироваться на прошлом, напечатали, рассказали ее историю сейчас и хорошо. Второй момент, который случился и напугал очень сильно всех поклонников Бритни Спирс, это то, что суд не удовлетворил требования Бритни о прекращении опекунства и передаче разрешения владения имуществом третьей сторонней компании. Многие ошибочно приняли это за какое-то новое решение суда, но на самом деле это решение суда основывалось на запросе Бритни и ее адвоката от ноября 2020 года, и во внимание не принимались новые показания Бритни. Третий важный пункт – это сестра Бритни Спирс, которая очень долго молчала после показаний Бритни, позакрывала свои соцсети из-за такого очень жесткого напора со стороны поклонников Бритни Спирс, и в конце концов она высказалась очень, так знаете, пространственно, что я всегда поддерживала свою сестру, я всегда была на ее стороне. То есть, вот знаете, налила воды в уши и, в общем-то, дала понять, что она на стороне отца, и, видимо, ей тоже часть этих миллионов, заработанных тяжелым трудом Бритни, где-то там перепадают. Поэтому сестра тоже стала таким позорищем и вселенским злом. Я, конечно, не считаю, что нужно человека прям сильно травить, но, знаете, можно. Четвертый важный момент – это то, что на дело Бритни обратили внимание
политики. Стало известно, что 4 члена Конгресса США подписали официальное письмо с предложением Бритни выступить в Конгрессе США по вопросам ее опекунства. Это тоже довольно важный момент, потому что внимание официальных политических лиц тоже может сыграть ей на руку, и если она вдруг согласится выступать, и у нее получится это, потому что она все еще как бы под опекунством и ничего не может делать сама, то это дало бы ей хорошую площадку для обсуждения этого вопроса в целом в политическом контексте, потому что, как видно из дела Бритни Спирс, законы работают плохо. Конечно, это в каком-то плане для политиков стал таким пиар-ходом, но это абсолютно не важно, нам важен только результат. И на самом деле, мне кажется, что официальные лица тут немножко промахнулись, потому что это уже давно могло бы дойти, и я уверен, что в каком-то плане дошло до самых верхушек политической элиты США, в частности президента Джо Байдена, и мне кажется, что если бы он взял это дело под личный контроль и, грубо говоря, сделал президентское вето на решение суда по опеке над Бритни Спирс, то это ему очень бы хорошо сыграло на руку и подняло рейтинг. Потому что я тут услышал одну мысль в ТикТоке, с которой я, в общем-то, согласен. Это такая мысль, после которой, в принципе, все будут тебя осуждать, но в целом мысль правильная. И я хочу ее озвучить. Знаете, если бы Дональд Трамп еще был президентом на момент вот этих показаний Бритни, я думаю, он бы не упустил момент сделать такой вот publicity stand и наложить президентское вето на решение суда по опеке и освободить Бритни, потому что условно Дональд Трамп никогда не чурался таких очевидных политических ходов, чтобы пропиарить себя. Поэтому Джо Байдену тут можно было бы это взять на заметочку и обратить внимание на дело Бритни Спирс. 5-й пункт, один из самых важных тех, что произошел, это статья Ронана Фэрроу о Бритни Спирс для издания New Yorker. Сам Ронан Фэрроу – это очень важный, очень интересный, крутой журналист. Он обладатель многих премий, и его самая важная работа в жизни – это огромная статья расследования о Харви Вайнштейне, и эта статья во многом стала катализатором того, что его приговорили к судебному заключению. И многие гадали, выпустит ли он какой-то материал по Бритни, и вот он вышел буквально несколько дней назад, и там было очень много интересной и важной информации. Сейчас я открою ее на компьютере, чтобы не упустить самые главные моменты. Во-первых, стало известно о том, что в ночь перед тем, как Бритни Спирс дала показания в суде, она позвонила в 911 и сообщила о том, что является жертвой абьюзивного опекунства со стороны ее отца и что ей нужна помощь. Стало известно, что сразу же после этого команда опекунов Бритни явно переписывалась в мессенджерах и очень переживала, что Бритни может сказать в суде, потому что она могла просто потопить всю их систему, собственно, что она и сделала. Адвокат, который выступает на стороне отца Бритни и в целом ее опекунов, требовал очистить весь зал и сделать так, чтобы запись показаний Бритни никак не попала в прессу. Известный фотограф по имени Эндрю Гелли, который работал с Бритни неоднократно, был в зале суда в момент показаний Бритни и рассказал, что адвокатов с обеих сторон не удивило ни одно слово, о котором сказала Бритни, то есть в целом для них это была понятная ситуация, они все это знали, то есть это правда, все, что рассказала Бритни, раз их это вообще не удивило. Также в интервью Жаклин Бетчер, это бывшая подруга семьи Спирс, рассказала о том, что она давала показания в 2007-2008 году, когда над Бритни вот это вот нависало опекунство, и она рассказала, что сейчас об этом очень сильно жалеет, потому что в тот момент она думала, что помогает Бритни, все это было обставлено так, что Бритни нужна помощь, это все ради нее, а сейчас она открыто заявляет о том, что все это было сделано лишь для того, чтобы присвоить ее миллионы и контролировать ее жизнь и дальше доить ее как корову. Также стало известно, что опекунство Бритни оформили в зале суда буквально за 10 минут без показаний самой Бритни, тем самым немножко нарушив систему, хотя все это было еще в правовом поле, но все было сделано быстро, четко и, видимо, за большие деньги. Судья, который принимал решение об опекунстве над Бритни, сейчас уже не работает, поэтому с нее уже взять ничего нельзя, и каких-то проверок устроить тоже за давность. Также стали известны многие моменты о том, что нынешний бойфренд Бритни очень сильно ее поддерживает, и он на ее стороне всегда был, и его сестра в тайне в спортзале передала предоплаченный телефон Бритни, чтобы она могла связываться без надзора отца, который контролирует все, ее звонки, ее соцсети и все остальное. Но как только у нее этот телефон нашли, то его отключили, у него ее отобрали, чтобы она ни с кем не могла связаться. Бритни всегда хотела независимого адвоката, которого она выберет сама, потому что Сэм
Ингхэм был навязан со стороны отца и в целом делал все, чтобы это опекунство продолжалось как можно дольше. Также нам рассказали моменты о том, что отец Бритни уволил домработницу, которая была в очень тесной связи с Бритни, поддерживал ее, и потом он запретил им общаться, заблокировал все номера и сменил номер Бритни, чтобы они не могли связаться. Известно о том, что Бритни звонила после ее увольнения, плакала, просила вернуться, а экономка говорила о том, что отец запретил и сказал, что он контролирует абсолютно всех, кто может подходить и разговаривать с Бритни, включая домработниц, которые все работают непосредственно на него, доносят на Бритни. Опять же, эта ситуация с телефоном. Домработница услышала, что Бритни с кем-то говорит, и это был какой-то другой телефон, доложила об этом отцу, он у нее отобрал телефон. В общем, это все просто читается как какой-то фильм ужасов. Также была страшная ситуация после срыва Бритни и того, как она вышла из клиники, когда отец решил, что ей нужно срочно идти работать дальше, зарабатывать кучу денег. Бритни была не готова, а отец же просто называл ее жирной проституткой, страшной, что ей нужно похудеть, что он ее заставит похудеть, и что ей нужно выйти работать и делать то-то-то, потому что он переподписывал какие-то контракты за нее, и ей все это нужно делать, а если она не будет сотрудничать, то он не даст ей видеться с детьми. И в целом эта статья рассказывала о жизни Бритни, о жизни ее родителей еще с самого начала, как у нее случился нервный срыв, к чему это все привело. Я тоже оставлю ссылку на статью в описании. Если вы владеете английским языком, то советую почитать. Очень интересно, потому что этот журналист действительно талантливый, очень такой важный, влиятельный. Он сын известного режиссера, вылетело из головы его имя, напишу тут. Поэтому, возможно, суд тоже сможет использовать его статью, так же, как было с Харви Вайнштейном. Шестой важный момент – это то, что стало известно от инсайдеров, что Ким Кардашьян стала на защиту Бритни Спирс. Стало известно, что она ей позвонила, смогла с ней связаться сразу после того, как прочитала ее показания, и сказала, что готова помочь ей любыми способами, предоставить своих адвокатов, свои знания, деньги, помочь юридически, вот реально как угодно. Сама Ким сейчас тоже учится на адвоката и неплохо разбирается в праве. И почему я этот момент выделяю как важный, это то, что поддержка таких влиятельных и важных людей, а Ким Кардашьян – это человек, который знакома со многими важными элитами, человек, который продавил законозаключенных через Дональда Трампа и освободил нескольких человек. То есть у нее есть связи, она знает, как с этим работать. И у нее очень сильная команда юристов. И заручиться поддержкой человека такого ранга – это важно. Седьмой важный момент – это то, что менеджер Бритни Спирс по имени Ларри Рудольф, который работал с ней всю ее карьеру от самого первого дня, официально объявил о том, что он уходит в отставку, и объяснил это тем, что ему стало известно, что Бритни Спирс готова заявить о том, что она заканчивает свою карьеру певицы. История эта довольно темная, потому что некоторые пишут о том, что Бритни уже давно сама лично уволила Ларри Рудольфа, потому что он был на стороне отца Бритни и был за то, чтобы это опекунство происходило, поэтому точно тут сказать нельзя, но, опять же, информация важная. Восьмой важный момент, это, опять же, от инсайдеров стало известно, что Майли Сайрус, Кэти Перри, Мэрайя Кэрри, Пэрис Хилтон и Кристина Агилера готовятся запустить специальный фонд правовой защиты, по-английски это называется Legal Defense Fund, для того, чтобы помогать Бритни Спирс избавиться от опекунства. Если вкратце, фонд правовой защиты – это специальный денежный фонд, из которого деньги могут поступать на суды, на адвокатов, на юридические консультации, на защиту и всякие важные правовые судебные моменты для того, чтобы Бритни Спирс была независима от любых денег и могла воспользоваться независимыми адвокатами, экспертизами, чем угодно, чтобы защитить себя в суде. Девушки, конечно, молодцы, если это действительно правда и все подтвердится, я думаю, что это поможет в каком-то плане Бритни, что у нее будут такие вот независимые деньги, которые регулируются через фонд негосударственный, частный, к которому будет иметь доступ только она сама. Девятый важный момент – это то, что помимо того, что суд будет рассматривать показания Бритни как потерпевшей, также он будет рассматривать ее показания как преступницы, потому что отец после ее показаний подал ответный иск, где попросил суд проверить все слова на клевету, потому что ему кажется, что Бритни Спирс придумывает и преувеличивает. Тут даже без комментариев, он просто подонок. Я считаю, что он должен сесть в тюрьму за все то, что он натворил. И не знаю, если вдруг кто-то на этом ролике поддерживает сторону отца Бритни, пожалуйста, выключите этот ролик
выйдите с этого канала и забудьте о нем на всю жизнь, потому что это просто, у меня мозг даже не готов принимать, что такое существует. И 10-й момент. На сегодняшний день я могу сказать, что это самое важное, что случилось, потому что TMZ передает о том, что адвокат Бритни Спирс Сэм Инхэм, который вел ее все это дело от самого начала и, по слухам, был, неофициально, на стороне отца Бритни, делал все, чтобы это опекунство оставалось рабочим, ушел, скажем так, в отставку и больше не будет заниматься этим делом Бритни Спирс. Это самый важный момент пока что, потому что во время показаний Бритни сама говорила о том, что она не выбирала этого адвоката, у нее не было возможности его выбрать. Это навязанный отцом адвокат, и в целом он все делал вроде как в защиту Бритни, но в итоге вводил все к тому, что она должна молчать, ничего не делать, слушаться и оставаться под опекунством, потому что ей нужна помощь. Соответственно, у нее не было, по сути, настоящей правовой защиты от человека, который на ее стороне, а не который получает $500 тысяч в год, в то время как сама Бритни в год тратит меньше денег. Поэтому сейчас я надеюсь, что Бритни сможет выбрать сама себе адвоката, воспользоваться возможным этим фондом от Майли, Кэти, Марайи, Кристины и Пэрис Хилтон и бороться за свою свободу. Ну и последний момент – это то, что те самые показания Бритни Спирс суд рассмотрит уже 14 июля, то есть через неделю. Это будет очень важный момент. Почему конкретно важный, пока неизвестно, потому что может произойти абсолютно все. Судья может решить, как немедленно освободить Бритни Спирс от опеки в зале суда, так и перенести суд, потребовать еще какие-то разборки, перенести все на год и на 2, или в целом ей отказать. Произойти может все, что угодно, тут даже не получается гадать, да, давление со стороны общественности большое, но при этом суд может прислушаться и к отцу Бритни, потому что, как мы видим, последние 10 лет он вставал на его сторону. На данный момент это все, что произошло после показаний Бритни Спирс. Я слежу за ситуацией, я пишу об этом все время в телеграм-канал Showbiz, тоже ссылку на него оставлю внизу, если вдруг кто-то захочет почитать. Там новости про мир шоу-бизнеса, веду его я лично, там высказываю тоже свое мнение. И все, что на данный момент хочется сказать, это свободу Бритни, фри Бритни, следим за ситуацией и надеемся на лучшее. Это все, что я хотел рассказать на данный момент. Если вдруг кто-то посмотрел этот ролик, спасибо вам большое. Всем спасибо еще раз, всем пока.